Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание 10 сентября. Поговорим, что это за такой интересный день, что нельзя делать в этот день, что можно. Также поговорим, почему именно в этот день каждое слово, произнесенное нами, имеет важное значение. И какое слово обязательно нужно произнести именно 10 сентября для того, чтобы ваши желания, ваши мечты сбывались, а финансовое благополучие и изобилие всегда было много. Обязательно досмотрите это видео до конца. Ну а мы, как всегда, друзья, по традиции начинаем с лунного календаря. Итак, народный календарь на 10 сентября 2021 года. Итак, 10 сентября по народному календарю это день Анны и Саввы. По-другому еще называют скирдники или Анна Скирдница, Анна Пророчица. А вот согласно церковному календарю в эту дату 10 сентября верующие вспоминают преподобного Савву Крыпецкого или Псковского и праведную Анну Пророчицу. В народе по традиции именно 10 сентября отмечают так называемый праздник Скирдники, поскольку в этот день проводилась последняя уборка хлеба, и крестьяне на полях снопы укладывали в скирды. Также занимались сегодня и сбором яблок, осенних слив и конопли, для того, чтобы успеть собрать их до наступления буйных ветров, обильных осадков и заморозков. А в день Анны Пророчицы было принято устраивать ярмарки, где можно было приобрести фрукты, овощи, домашнюю утварь, одежду и даже разные украшения. В лес 10 сентября не ходили, поскольку существовало поверье, что именно в этот день есть большая вероятность заблудиться. Однако, если была необходимость туда пойти, то брали с собой пирожок, чтобы оставить его в качестве угощения для лешего на пеньке. Также в этот день торговцы собирали в полях колосья и прятали их в укромном месте в своем доме. Верили, что тогда торговля будет прибыльной. А крестьяне, чтобы удачно закончились полевые и огородные работы, вешали на видное место в доме тулуп. Среди женщин в день Анны Пророчицы было принято ходить на рассвете к реке, прихватив с собой хлеб и кисель. Делали круг, а в середину которого вставала самая взрослая женщина, которая держала в руках хлеб. Все остальные пели песни и танцевали. Она же просила помощи у Богоматери избавить селение от горести и подарить счастье. Потом хлеб ломали на столько кусков, сколько женщин участвовало в этом ритуале, для того, чтобы каждая могла по возвращению домой покормить ими скотину. Верили, что тогда в доме поселится благополучие и достаток. 10 сентября по народной традиции проводили ритуалы, обряды, читали определенные слова на приятные сновидения. А вот народные приметы предупреждают, что именно 10 сентября, в день Анны Пророчицы, женщинам ни в коем случае нельзя делать любую работу на земле, а также дома. В противном случае святая за непослушание накажет ссорами со своей второй половинкой или даже детьми. Сегодняшний день, именно прекрасный пол должен был провести спокойно и умиротворенно. Хорошо отправляться на прогулку с подругами в этот день, устроить шопинг или же сходить в кино, театр, заняться тем, что дарит вам радость и счастье. Однако, если у вас такой возможности нет, то именно 10 сентября нужно выделить хотя бы немного времени для себя. Почитайте книгу, сделайте маску для лица, понежьтесь в ванне. Также в день Анны Пророчицы рекомендуется думать о планах на будущее и о способах их реализации.
10 сентября старайтесь не вспоминать старые обиды. Нужно просто простить обидчика, забыв все плохое, и тогда в жизни наступит белая полоса, полная удач и приятных сюрпризов. Тот же, кто не сможет отпустить душевную боль, только усилит свое негативное состояние, что может привести к серьезным болезням и недомоганиям. Приметы не советуют 10 сентября ходить в лес, поскольку в этот день можно было заблудиться. А чтобы этого не произошло, надо взять с собой пирожки и положить их на пеньке. Тогда леший угостится и не станет путать тропинки. А если все-таки человек сам неправильно пойдет, то хозяин леса даже поможет найти дорогу домой. Также 10 сентября не ходите в магазин с последними деньгами. Этот запрет связан с тем, что по народной примете, если сегодня все потратить, то потом очень долго не будет возможности заработать денег. В день Анны Пророчицы обязательно надо, чтобы после посещения магазина, торгового центра, супермаркета в вашем кошельке оставалось достаточно денег на покупку хлеба и масла. 10 сентября нельзя торговцам, отправляющимся на работу, приходить туда с пустыми руками. Нужно собрать в поле несколько колосков и спрятать их среди товара. Тогда он быстро будет продан и принесет немалые деньги. А если вы не можете найти колоски, вы далеко находитесь от полей, от деревень, то в таком случае купите хлебушек самый вкусный и на работе отломите и скушайте такой хлеб. По народным поверьям запрещается 10 сентября зятю идти дальше, если ему сегодня дорогу перейдет теща. Это верная примета к хлопотному, но бесполезному дню. А чтобы дурная примета не сработала, нужно перейти на другую улицу и позвенеть ключами от входных дверей своей квартиры. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 10 сентября 2021 года. Обращаем ваше внимание, что у нас идут 4 и 5 лунные сутки, а растущая луна в знаке зодиака Скорпион. Обращаем всех внимание, что именно сегодня слова, произнесенные вами, имеют огромную силу. Потому что именно сегодня слово материально. Поэтому говорите только то, что может добиться, что поможет вам добиться популярности и стать богатым человеком, что поможет жить вам в изобилии и достатке. Поэтому сегодня удачное время для построения кардинальных планов на будущее. Открытость сегодня проявляйте позитивные эмоции, смех, улыбку, радость, и это очистит вашу энергетику от негатива, позволит даже завести перспективные знакомства и занять достойное место в социуме. Также именно сегодня, 10 сентября, вы можете гадать по направлению ветра. Если южный поток воздуха в вашу сторону, то знайте, год для вас завершится легко и беззаботно. А если северный ветер в вашу сторону, то возможно осложнение в судьбе и временный застой в делах. Как мы уже сказали, Луна сегодня в знаке зодиака Скорпион, поэтому сегодня многим людям необходимо заниматься творческой, интеллектуальной работой, которая требует энтузиазма и много энергии. Период хорош для испытания новой техники, работы, связанной с огнем и металлом. В эти дни вы можете решить любую задачу, особенно те, которые раньше вы не могли решить. Вы можете взяться за любую проблему, которой у вас раньше не было ее решения. Также сегодня благоприятный день на раскрытие тайн и нахождение даже потерянных вещей. В этот день вы можете начинать ремонт, который будет связан с разрушением ненужного и устаревшего, но обязательно соблюдайте осторожность при работе с инструментами.
Также этот период подойдет для налоговой инспекции, милиции, тайных могущественных структур, а также для углубленных исследований и объединения с другими фирмами. Вы знаете, сегодня, так как мы уже сказали, 4-й и 5-й лунный день, и это один из самых ответственных дней. Если вы можете сделать что-то существенное в своей жизни, то проверьте свои возможности и заложите фундамент именно сегодня. Это сегодня день совершенствования деятельности, при этом любого рода, а в человеке деловых качеств. Поэтому многим людям будет сегодня все удаваться. Обязательно сегодня ставьте цели, и у вас получится достигнуть их. Напористость будет оправдана. Но сегодня соблюдайте верность принципам и долгу. Так как мы уже говорили о том, что сегодня у нас растущая луна, то уже у людей начинает потихоньку улучшаться самочувствие. Повышается настроение, появляется такая вот физическая и эмоциональная активность. Человек становится более энергичным и удачливым в делах. Именно на этот период, это у нас, как мы уже сказали, период эмоционального и физического подъема, и людям следует планировать все свои самые важные и ответственные дела. 10 сентября у нас будет пятница, и именно этот день находится под эгидой планеты Венеры. С одной стороны, эта планета у нас загадочная, таинственная и светлая. Также этот день считается именно женским днем, когда женщинам, девушкам полагалось отдыхать и не загружать себя никакими делами. Поскольку Венера покровительствует изяществу и красоте, поэтому сегодня вы можете создавать в себе ощущение умиротворенности. Поэтому сегодня в пятницу лучше всего подводить итоги рабочей недели и освобождаться от всего ненужного. И обязательно именно 10 сентября подготовьтесь к предстоящей неделе. Никоим образом не пытайтесь провернуть всю работу до конца рабочего дня. Что же касается стрижек, то не рекомендуется. И вообще сегодня не стоит посещать парикмахерскую. В этот день биохимические процессы в организме замедлены. И после пятничной стрижки волосы будут плохо расти. И как, друзья, мы уже говорили, есть слова, которые обязательно нужно произнести именно сегодня, 10 сентября, в пятницу, для того, чтобы запустить определенные созидательные и конструктивные процессы в своей жизни. Первое слово, которое мы рекомендуем сегодня произносить, это богатство. Каждый из нас желает иметь деньги и ни в чем себе не отказывать. И чтобы улучшить свое материальное положение, именно сегодня повторяйте, 10 сентября повторяйте такие слова. Особенно, если вы будете смотреть в зеркало. В зеркало смотрю, энергию денег призову, денег много впредь имею. И эти слова нужно повторять, одновременно стараясь улучшить свое материальное благосостояние. Далее, какое слово нужно сегодня также произносить, это слово изобилие. Конечно же, когда мы с вами говорим об изобилии, мы не можем сказать конкретно, что мы хотим, потому что именно в этом слове умещается достаточно много энергии. И основой, конечно, изобилия является и наша профессия, и деньги, и работа, и личные отношения, и много чего. Поэтому энергия изобилия отличается нейтральным характером. Поэтому обязательно, когда вы говорите именно это слово сегодня, изобилие, старайтесь вложить максимум энергии и той информации, что вы хотите или желаете иметь. И последнее слово, которое нужно именно сегодня, 10 сентября, произносить, это слово «сила». Потому что, к сожалению, сегодня или вообще люди могут быть бессильны, находиться в депрессии. И это связано с какими-то проблемами, с внутренними переживаниями. Поэтому именно сегодня говорите следующие себе слова.
Я ничего не боюсь. Я все смогу. Я сильный или я сильная. И вы моментально будете чувствовать 10 сентября прилив сил, энергии. Вы даже сможете побороть свои страхи и совсем сможете справиться. Вот такой, друзья, у нас с вами день 10 сентября.